Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это обзор от 16 мая. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости глобально выходят и как это повлияет на финансовые фондовые рынки и вообще в целом на мир, который погружается на текущий момент в пучину рецессии. Так, друзья, давайте начнем с того, что сегодня было по Китаю. Китай сегодня открылся не очень позитивно, но на самом деле я считаю, что тут ничего страшного нету, с учетом тех не очень хороших, мягко говоря, данных, которые вышли с утра сегодня по Китаю, по инвестициям в основной капитал, которые указывают на непрерывное снижение. А поскольку эта страна является мировым производителем, то это достаточно негативный момент. И объем промышленного производства, который продолжает проседать. Но здесь факторы два негативных, которые влияют на то, что китайская экономика начинает затухать. С одной стороны, это начинающаяся рецессия в мировой экономике. И второе, то, что связано с так называемой нулевой ковидной политикой, когда если возникает какой-то случай ковида, все блокируется, все закрывается и, соответственно, перестает работать. С одной стороны, в начале это была очень эффективная мера, чтобы не пошла эпидемия, но в текущих реалиях, когда уже мир находится вроде бы как на выходе, это приводит к тому, что экономика начинает коллапсировать. Так, ну и вот мы видим, что по Китаю продолжает снижаться и выпуск промышленной продукции, и розничная торговля. Растет безработица, особенно среди молодых людей. Это, в общем-то, элемент, который вызывает и усиливает социальное напряжение, потому что молодые люди, они наиболее пассионарны. Ну и рынок недвижимости Китая, в общем-то, он, по сути дела, постепенно тонет. И ничего с этим поделать нельзя, потому что рынок недвижимости – это производная от экономики, от того, что происходит в стране. И это достаточно инертная такая производная, которая не быстро разгоняется и потом начинает постепенно затухать. Вот здесь мы видим, что она достаточно энергично затухает в последнее время. Так, друзья, ну и переходя к китайскому графику, месячный таймфрейм CSI 300, мы видим, что с одной стороны он падает очень мощно, очень быстро, с другой стороны вроде как он подходит к тем значениям, где он вполне может нащупать дно и отдышаться. Ну и вот недельный таймфрейм указывает на то, что возможно не все так плохо. Идут попытки уже как бы все это дело откупить и попытаться двинуть наверх. Но дневной таймфрейм, здесь вообще все чудесно, все указывает на разворот. Опять же, есть такой нюанс, который заключается в том, что с одной стороны, да, все плохо, да, как бы есть все основания валиться, вообще падать, в трам-тарары лететь. Но с другой стороны, как бы рынки, они идут с определенным опережением в отношении каких-то глобальных макроэкономических событий. Однако, несмотря на разворотные формации, в частности на дневном таймфрейме китайского фондового рынка, я особого оптимизма ни по Китаю, ни в целом по мировой экономике сейчас пока не наблюдаю. И даже сложно предположить, что произойдет в ближайшие полгода-год для того, чтобы ситуация существенно изменилась в позитивную сторону. Так, ну а часовик здесь вообще просто завораживающий. Здесь как бы получается, что, во-первых, сегодня открылись с попыткой рывка, но тут же все это дело распродали. Понятное дело, статистика была не айс, вот, но с другой стороны, вот это падение, оно, во-первых, было выше, чем закрытие на прошлой неделе. И, во-вторых, пришли на определенный уровень поддержки, который 3950, и дальше ему не дают падать, его удерживают. Соответственно, здесь как бы ситуация следующая. Если вот это падение дальнейшее не происходит, он удерживается и не пробивает 3850, то, помаринуясь какое-то время в этом диапазоне, он попытается обязательно отскочить. Ну, здесь понятно, почему такой интерес к Китаю, потому что, по сути, американские и китайские индексы – это дыхание мировой экономики. Так, друзья, ну и вот вчера в ночь постил, хорошо отторговался Израиль и Саудовская Аравия. Соответственно, здесь высокая степень корреляции у российского фондового рынка с вот этими двумя показателями. Если они позитивно отторговываются в воскресенье, то с высокой степенью вероятности российский рынок, по крайней мере в первой половине дня понедельника, должен показать позитив. Так, друзья, ну и вот спонсор данного выпуска – консалтинговая оценочная компания Nokia, которая занимается оценкой всех видов активов
подготовкой судебных экспертиз, разбитием судебных экспертиз, если вас не устраивает, как суд разворачивается, и, соответственно, все сопутствующие услуги, связанные с консалтингом, с оценкой и так далее. Так, друзья, ну и вот еще один важный индикатор, это Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Недельный таймфрейм ставлю здесь. По сути, движение в Baltic Dry, оно показывает на то, что пока рецессия в мировой экономике, по крайней мере, то, что связано с перевозками, она не наступила. Для того, чтобы она наступила и ускорение данного процесса, необходимо пробитие уровня 3400 и уход к историческим хаям. Если такое движение по стоимости фрахта возникает, то, соответственно, все перевозки, они становятся очень сильно затратными и тормозят весь бизнес, все движение в мировой экономике. Но на текущий момент Baltic Dry не указывает на то, что все будет плохо и что все вот-вот обвалится, хотя такое ощущение не покидает. Так, друзья, далее американский индекс. Так, вот он, S&P 500, недельный таймфрейм. Но на самом деле ему сейчас нарост и на отскок после пробития 4100 нету. Но если мы с вами посмотрим, то 13 мая был вполне себе такой разворотный момент. Однако здесь пятничный фактор и, соответственно, объемами это движение, оно, я считаю, не подтверждается. Поэтому я не думаю, что сейчас стоит ждать какого-то волшебного роста ни по американскому рынку, ни по китайскому. Но российский рынок, он немножко сейчас вещь в себе, там поэтому возможны различные отклонения. Но то, что касается Америки, здесь единственная мысль, которая приходит в голову, это только движение внутри дня. Так, ну и давайте часовик посмотрим по S&P 500. Здесь вот напрашивается движение на сегодня в район 4050, вот сюда вот. Ну и, соответственно, все будет плохо, если в результате отката пробивается 3970. В этом случае разовьется движение с целью переписать вот этот минимум, который недавно был достигнут. Вот. После пробития 4100 я пока не верю в то, что американский рынок может устойчиво расти в ближайшем будущем. Ну, посмотрим, может быть что-то поменяется, но пока есть все основания полагать, что это движение в боковике. Так, друзья, далее индекс доллара. Если рассматривать обозримое прошлое, то мы, получается, по нему летели в космос. Но здесь такой момент. Как говорится, что сильно выросло, то сильно упадет. Вопрос только когда. Так, ну вот переходя к недельному графику индекса доллара, здесь рост пока продолжается. Но дневной график указывает на то, что весьма вероятен коррекционный откат в район 102. Так, друзья, далее VIX, индекс ужаса. Ну здесь, скажем так, идет движение в рамках вот этого канала, который еще бог весть когда был мной нарисован. Смотрите, здесь ситуация по ВИКСу следующая. На этой неделе, 18 числа, по-моему, как обычно, перекладка опционов, соответственно, это может привести к тому, что хотя бы краткосрочно возникнет движение в район 35-38, вот сюда вот. Но по закону жанра, даже если такое движение будет, какое-то время он должен в районе вот этой нижней границы проторговаться, и весьма вероятно, что будет тестирование движения вниз с целью пробить 25,5. Если это будет сделано, это очень хорошо, потому что вот эта растущая формация, она ломается, и он уходит консолидироваться в район 22,5-21. Я думаю, пока такой сценарий маловероятен. Посмотрим, как здесь все будет происходить. Но, как минимум, наиболее вероятный сценарий — это движение в рамках вот этого суженного диапазона. Вот. Посмотрим, опять же, как проживем 18 число, то есть послезавтра. Если будет пробой 38 и уход наверх, тогда весьма вероятно рынки сыпанутся. Так, друзья, давайте еще к календарику вернемся. Так, ну вот у Турции сокращается отрицательный бюджетный баланс. Это позитивно. Возможно, ее экономика начнет стабилизироваться в ближайший месяц. Так, друзья, далее давайте вернемся на секундочку к прошлой неделе. По Америке вышли негативные данные в пятницу индекса настроения потребителей от Мичиганского университета. Это не очень хорошо. И еще это не очень хорошо, потому что идет тенденция к снижению ожидания потребителей. Но американская экономика, она всецело завязана на американском потребителе, который искусственно создан, искусственно раздут. И если классический капитализм использует
бесконечные рынки, которые он ищет для того, чтобы раздуваться, то Америка создала такую модель, в которой она в первую очередь надувает внутренний рынок, и за счет этого крутится и маховик американской экономики. Так, ну в России достаточно бойко инфляция движется. Это опять же пятничные данные. Так, друзья, ну по нефти, как вы можете наблюдать, здесь, в общем-то, количество активных буровых продолжает расти. Это указывает на то, что по нефти пока спрос не остыл. Так, далее посмотрим, что там по сотам, позиции спекулянтов. Так, ну на предстоящую неделю ставку делают на ослабление британского фунта. Алюминий остается в боковике. По меди делают ставку на то, что медь будет проседать. Так, по золоту немножко распродали, но видите как, золото-то падает, но скорее всего оно будет в боковике, отобьется от 1800-1782. Так, NASDAQ в боковике или еще немножко просядет, но я думаю, скорее всего, вот эта неделя, она должна закончиться где-то в районе тех значений, которых закрылась предыдущая. Там может будет вынос 18 числа в среду вниз по основным индексам. Но пока как бы напрашивается решение консолидации в целом по рынкам в течение этой недели. Так, природный газ, ну здесь это отдельная история, там кого-то заловили. Так, по S&P, ну здесь как бы наращение позиций, ставка на то, что S&P все-таки отскочит и покажет вынос финальный майский. Но я на это не делаю ставку, потому что определенные движения, которые указывают на то, что либо боковик, либо вниз. Так, друзья, ну по рублю шорты наращиваются, но здесь не показатель, потому что рынок разделен. То есть два контура, российский рынок и остальные рынки. Поэтому здесь вот это движение, оно несколько не показательно. Но с другой стороны, как бы рубль не может бесконечно укрепляться, ему нужно выпустить пар и немножко расслабиться, и доллару вырасти против рубля, по крайней мере по результатам этой недели. Так, и евро-доллар, но здесь ставка на то, что евро вот-вот отскочит и начнет расти против доллара. Но должен сказать, что это достаточно зыбкая ставка, потому что пока разворотной формации еще не было. Так, друзья, далее российский индекс RGBI. То, что является отражением состояния рынка госдолга и, соответственно, курса рубля. Недельный таймфрейм, но здесь по недельному таймфрейму все нормально, произошел отскок и он немножко замер в консолидации. Так, ну еще там такой момент положительный, ну точнее условно, скажем так, его можно с натяжкой, даже не условно, а с натяжкой назвать положительной. Это то, что рост кредитно-дефолтных свопов на Россию, он откатился и ослабился. Но, скажем так, то движение, которое в нем возникло в кредитно-дефолтных свопах на разные диапазоны времени, пока не указывает, что эта ситуация, она закончена. Указывает на то, что мы перешли к длительной и очень мучительной консолидации. Так, друзья, далее давайте посмотрим нефть, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь пока как бы идет, как мне кажется, набор топлива, который приведет так или иначе к выходу наверх. Почему я так думаю? Ну, потому что, во-первых, не переписали ХАИ 2008 года. Это не есть правильно, они должны быть переписаны. И второй момент, для того, чтобы реальный трэш уже просто безокончательный разразился в мировой экономике, надо еще задрать энергоносители, так, чтобы все уже просто запищали от ужаса. И все затраты на производство и на транспортировку, они стали просто настолько неподъемные, чтобы все успешно начало проседать. Так, ну и вот переходя к дневному графику, здесь мы видим, что малейшие просадки по нефти, они выкупаются. И каждый раз эти выкупы, они все выше и выше происходят. Могу так сказать, что по нефти пока 95-100 диапазон устойчиво не пробит, она будет только расти. Вот если здесь будет пробой и проторговочка ниже 95, тогда можно будет говорить о том, что действительно эта формация себя исчерпала и нефть будет проседать. Но вероятность такого события, с моей точки зрения, невысока. Так, друзья, ну и то, что касается сегодняшнего движения по нефти, на сегодня 16 мая, смотрите, здесь, если не возникает у нас вот этого движения, которое приводит к пробою 107 по бренту, то после набора топлива отсюда будет движение сегодня ближе к вечеру, целью которого в район 111-110, ну скорее даже 111.
Если здесь возникает пробой, то мы по нефти на сегодня откатываемся в район 106. Так, друзья, далее золото. Сразу беру часовой таймфрейм. Это просто золото, не с московской биржи, а западное золото. Ну и вот здесь на часовом таймфрейме четко видно, что в ближайшие часы, если не пойдет пробитие 1780, то либо от текущих значений, либо чуть ниже, мы после консолидации попробуем сделать отскок в район 1827. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, Рижка. Ну здесь вопрос о закреплении выше уровня 112 500 113. Если в ближайшие 1, 2, 3 дня будет торговля выше этого значения, весьма вероятно, по крайней мере до середины июня, мы попробуем сходить в район вот сюда, вот на 145-146. Если мы здесь не закрепляемся, то нас ждет коррекционный откат на 93 500 или вообще обвалы движения вниз. Ну, здесь, мне кажется, в любом случае на этой неделе стоит ориентироваться на боковик. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте я сразу часовик возьму, чтобы не мудрствовать особо. Ну, смотрите, вот у нас здесь четкое донышко, это 62,5, 62, это USD Tomorrow. Соответственно, вот этот диапазон, если он не пробивается в ближайшие 1, 2, 3 дня, то нас ждет отсюда коррекционный отскок, цель которого вот сюда вот 67,8. Если здесь возникает пробой, то у нас цель движения находится в районе 60-59,5. Здесь, скажем так, идут постоянные попытки разворота и роста доллара против рубля. Скажем так, до пятницы прошлой недели эти попытки, они все были тщетны. Но в пятницу что-то такое произошло, что может привести к тому, что рубль-доллар либо будет консолидироваться в этом диапазоне, либо отскочит и пойдет расти доллар против рубля. Вот. Но здесь как бы четко вот этот диапазон 62,5-62, если он пробивается, то рубль на следующей неделе, на этой я не думаю, но на следующей неделе можем увидеть 60-59,5. Так, друзья, далее Норильский никель, зеленая бумажка, одна из зеленых бумажек так называемых. Ну, смотрите, вот здесь есть поддержка 21 100. Если эта поддержка не пробивается, то, соответственно, нас ждет движение сначала на 22 тысячи, а потом на 24 500. Вот. На этой неделе высока вероятность того, что мы вот сюда вот сходим и вот эту пимпочку потестим. Опять же, если все-таки будет пробой вот этого значения, то, соответственно, отсюда ждет снижение, у которого цель движения в район 20 200. Ну, как видите, гамак такая, бумага тяжелая, он не особо падает и не особо растет. Вот такая особенность у него. Так, друзья, далее Лукойл, давайте посмотрим часовой таймфрейм. Ну, здесь по Лукойлу, в общем-то, синициировано движение, у которого цель вот сюда вот на 4750, к этому значению. Соответственно, отмена сценария в случае, если будет откат и пробитие 4270. В этой ситуации мы увидим по Лукойлу движение, цель которого будет 3860. Пока больше факторов указывает на то, что Лукойл будет расти на этой неделе. Так, друзья, далее Газпром, часовой таймфрейм. Ну, мы видим, что по Газпрому после зарядки батареек в ближайшие дни должно быть движение, у которого цель 250. Вот сюда, вот к этому значению. Вот. Сценарий, соответственно, ломается, если будет коррекционный откат и пробой 230 228. Так, друзья, далее Сбер, тоже часовой таймфрейм, обычка Сбер. Но смотрите, здесь к Сберу доверия нету. Попробивал он минимумы, которые не должен был пробивать. И поэтому в лучшем случае боковик вот в этом диапазоне. Верхняя граница 135, нижняя граница 115. Он нарисовал себе новое донышко. Соответственно, пробой этого нового донышка, который 112-110, ведет к тому, что мы увидим движение в диапазон 80-95. Вот. Пока что больше факторов указывает на то, что российский рынок должен на этой неделе показать себя позитивно. Так, друзья, ну в общем-то все, основные моменты. Если какие вопросы, пишите. Спасибо за внимание, успешных торгов и всего наилучшего. Храните свой разум и голову в холодном состоянии в это непростое время. Удачи!